Как бы так исхитриться, чтобы, обозревая одну коробку, заодно немножко обозреть вторую? А вот запросто, смотрите. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Geek Media, с вами Павел. Сегодня хочу познакомить вас с евроигрой Гамбург. Если кто-то уже знаком с этой игрой, то с ними просто поболтаем насчет достоинств и недостатков этой игры. Игра 2022 года, автор игры Штефан Фельд, очень известный геймдизайнер. Игра от 1 до 5 игроков, примерно 60-90 минут партия. Но мне кажется, немножко занижена, все-таки получится чуть-чуть побольше. Игра от издательства King Games, и она уже локализована в России издательством Эврикус. Игра, как и все евро, на победные очки. Здесь мы боремся за влияние в городе Гамбурге внезапно, пытаясь стать его бургомистром. Это достаточно сложная евро. В основном не из-за сложности правил, а из-за сложности научиться круто играть. Набирать 200 и более очков. Игра, что называется easy to learn, hard to master. Основные настольные механики: управление рукой карт и многоцелевые карты. То есть, проще говоря, управление рукой и многоцелевых карт. А в качестве генератора случайности выступают кубики. И совсем немножко об истории игры. Гамбург — это переиздание игры Брюгге 2013 года. От того же Штефана Фельда, по сути, одна и та же игра. У Гамбурга 2191 место в рейтинге всех настолок мира всех времен. Есть такой рейтинг на сайте boardgamegeek.com. А у Брюгге там же в этом рейтинге 382 место. Но по сути это практически одна и та же игра. Здесь улучшенная. Сейчас расскажу. Но 382 место в рейтинге — это по-честному и место и для Гамбурга. И, кстати, на мой взгляд, это место могло бы быть и повыше. Я бы лично поставил игру где-то в первые 200. Да ладно. Гамбург входит в специальную серию настолок, которая называется «Коллекция городов Штефана Фельда». Каждая игра в этой коллекции названа именем какого-то города. На данный момент в коллекции уже 12 игр, и ожидаем еще минимум десяток, и потом там планов вообще, по-моему, на 20 или на 30. И Гамбург вышел в этой серии первым. Я двумя руками за то, что он стал первым в этой серии. На мой взгляд, это одна из лучших игр Фельда. Хватит истории, давайте немножко поговорим про процесс игры. Я разложил здесь игровое поле, планшет одного игрока только выложил, и вкратце, о сетапе. Каждый игрок в начале игры получает 5 монеток, получает 5 рабочих, по одному рабочему каждого цвета, и в начале игры, сейчас уже забегая вперед, он получит еще 5 карт. Может набрать карты вот из этих стопок, любых цветов, каких захочет. Давайте по порядку. Здесь есть замечательные подсказочки, по этим подсказочкам мы будем идти. Игра делится на 4 фазы. Вот в подсказке расписаны 1 и 2 фазы, а на обороте 3 и 4 фазы. Вот давайте прям по первой фазе. Сначала мы должны добрать до 5 карт в руку. Я каких-то уже 5 набрал, я держу их в руке. Соперники их не видят. Соперники, в свою очередь, набирают себе свои 5 карт, каких цветов, каких хотят. На этом с первой фазой все, и начинается вторая фаза. Первое действие второй фазы: мы бросаем кубики. Я разложил уже кубики. Так, 1, 2, 3, 4, 5, чтобы были всякие, чтобы вам показать разные варианты. Бросили, положили их сюда, на соответствующие места на поле. Для них тут все приготовлено. Здесь на поле вообще для всего есть свое место. Не обращайте внимания, что здесь пустует, это для допа. Я не стал его выкладывать, чтобы вас не смущать. Второе действие второй фазы: мы должны в соответствии с черным кубиком выложить одного священника на то значение, которое выпало на кубике. Выпало значение 5, поэтому мы кладем вот сюда священника. 8 священников, по сути, это 8 раундов. Мы будем играть в каждом раунде, мы будем выкладывать священника, доигрываем 8 раунд до конца, на этом игра закончится. Священник лежит здесь не просто так, он будет указывать в конце игры на то, что за карты коричневого цвета, которые вы сыграете в течение игры в свою область, вы получите одно дополнительное очко за каждую карту, которая будет у вас сыграна, за каждый дом. После этого третье действие второй фазы. Мы смотрим, на каких кубиках выпали 5 и 6, не считая черного кубика.
Ну вот в данном случае у меня коричневый кубик лежит на цифре 6. И я обязан повысить у себя уровень угрозы коричневый. Вот сколько 5 цветов кубиков, есть столько же 5 уровней угроз. Я повышаю уровень угрозы на единицу. Если бы другие кубики выпали, вот и те уровни угрозы тоже повысились бы. Сразу забегая вперед про угрозы, у нас будут постоянно эти угрозы увеличиваться. И когда угроза доходит до 3-го уровня, случается плохая вещь, которая вот здесь написана. Сверху вниз у вас разрушится кусочек стены, у вас погибнет один дом, ну точнее он уйдет в сброс. Вы потеряете все деньги, которые у вас есть, вы потеряете всех рабочих, которых у вас есть, и вы потеряете одну строительную площадку, которая у вас есть. Это там, соответственно, пожар, эпидемия, люди мрут, беспорядки, значит, деньги у вас там отобрали. Наводнение разрушило стену. Если на черном кубике тоже выпали цифры 5 или 6, то появится еще внезапная угроза. Каждый игрок обязан будет взять из вот этой вот стопочки какой-то жетон, ну, произвольный сверху лежащий, перевернуть его и посмотреть, что там. У меня там розовый цвет. Вот я жетон возвращаю обратно, а розовую угрозу я увеличиваю на 1. То есть в соответствии с коричневым у меня на единичку увеличилось, и за черный кубик еще розовый увеличилось. То есть в принципе угрозы будут так достаточно активно расти. Ну дальше я расскажу, как с ними бороться. Последнее действие второй фазы. Каждый игрок может сам для себя решить, будет ли он двигаться по треку к ратуше. Этот трек, двигаться по нему полезно. Вот здесь слева написаны победные очки, которые вы будете получать. Там число все время растет, так достаточно здорово. И в самом конце вы можете получить там 18 победных очков. Это вполне прилично для этой игры. Двигаться или нет вы решаете. Почему вы решаете? Это стоит денег. У вас в начале игры 5 денежек. И стоимость продвижения на единичку по треку стоит сумму всех единичек и двоечек, которые выпали на кубиках. В данном случае выпала одна единичка и одна двоечка. То есть стоимость движения по треку 3 денежки. Вот хочу ли я отдать 3 денежки для того, чтобы подвигаться по треку и, ну, и как бы уже иметь одно победное очко в конце игры? Ну, я не знаю. Наверное, скорее да, но это такое. Если бы выпала просто одна единичка, я бы точно подвигался. Но, предположим, двигаться я не стал, остался здесь, мне жалко, 3 денежки, я их использую для чего-то другого. На этом заканчивается вторая фаза, и мы смотрим, что за третья фаза. Вот третья фаза, это фаза, в которой мы будем использовать вот эти вот 5 карт. У нас будет 4 раунда внутри фазы. Каждый из нас сможет сыграть 4 карты, 4 действия будет. После каждого действия мы будем откладывать вот такие часики. Это как бы первый круг прошел, все по одной карте сыграли. Второй круг прошел, ну и так далее. Каждую карту можно сыграть 6 действиями. Вот на этой карте указаны все 6 действий. Карты, как вы помните, я взял 5 разных цветов. И помимо этого у каждой карты есть свойства и какие-то еще полезные обилочки. Стоимость, там, за которую можно построить. Ну вот давайте пойдем, наверное, сверху вниз прямо по действиям. Как можно использовать каждую карту? За каждую карту можно получить рабочих. То есть я могу взять... Ну, сначала я там посмотрю что-то, и какая-то ненужную мне карту, коричневая, предположим, мне выяснилось, что она ненужная, я ее кладу в сброс там куда-то. И за это я получаю 3 коричневых рабочих. Вот я прям с поля оттуда, ну я не потянусь туда, я вот отсюда из коробочки возьму, здесь потрясающий такой органайзер удобный. Вот, и у меня будет 4 рабочих на планшете. Это вот один способ использования карты. Следующий способ. Можно отдать карту для того, чтобы получить денег, столько денег, какое значение на кубике этой карты. Но вот в данном случае невыгодно отдавать карту оранжевую или фиолетовую, 1 или 2 денежки получишь. Зато очень выгодно отдать ту же самую коричневую. Вот я ее отдал за рабочих, получить 3 рабочих, мог бы этого не делать, мог бы отдать вот для того, чтобы получить 6 денег. Давайте я так и сделаю. Вот я отдал коричневую карту и получил, вот у нас банк тут есть. Я взял 5 денежек и 1 денежку. О, у меня 10 денежек. Нормально. Так, а почему у меня 2 коричневых карты? Я не взял оранжевую, я взял 2 коричневых. Ну окей, поверьте, там могла бы у меня быть оранжевая. Следующее действие. Можно скинуть карту с руки для того, чтобы уменьшить уровень угрозы.
Ну, например, я могу сейчас отдать розовую карту для того, чтобы уменьшить свой уровень угрозы, и она опять станет вот такой, мне совсем ничего не угрожает. На единичке, как бы, пока вроде как не страшно, поэтому, наверное, я пока не буду делать, что-то уменьшать тут угрозу. И посмотрим, какое еще действие я могу сделать. Следующее действие я могу построить стену, заплатив денег и сбросив соответствующую карту. Вот это моя башенка на планшете, и слева-справа от нее есть такие вот две секции, розовая и фиолетовая, и написано одна денежка. То есть я могу отдать розовую карту, сбросить ее в сброс, отдать одну денежку, и за это я построю вот здесь в розовой секции стену. Стены строить выгодно. Когда вы строите стены, вы можете их строить в две стороны, нужно отдавать соответствующие карты, и деньги все время растут. Здесь следующая секция 2 денежки, потом 3, 4, 5. Когда вы достроите до третьей секции, это значит, что вы в конце игры получите 3 победных очка. Если вы достроите до 5-й секции, то в этот момент вы возьмете вот отсюда из парка скульптуру с максимальным количеством очков, которые сейчас там есть. То есть это в каком-то смысле гонка. Если я первый дострою до 5-й ячейки, то на данный момент там лежит вот какая максимальная скульптура. Я их положил, чтобы вы видели, вот тут 10. Там на разное количество игроков разные скульптуры. Вот, предположим, 10. Я достроил в эту сторону, до конца я возьму, поставлю себе сюда вот на 10 скульптуру и получу в конце игры 10 победных очков. Соответственно, можно иметь 2 скульптуры, построив вот это все в 2 стороны. Еще одно преимущество строительства стен: следом за стеной можно тут же заняться кораблями. Корабли — это дополнение, но я рекомендую вам сразу играть с ним. Оно очень хорошее, вот это дополнение корабли, оно балансит игру. Вы смотрите на кубики еще в самом начале раунда, и те, которые кубики выпали 3 и 4, вы двигаете вперед. Вот они будут работать в этом раунде. У меня это серый и розовый. Вот эти 2 корабля можно будет использовать в этом раунде. Сбалансировано. Единички, двойки вы платите за ратушу, 5, 6 вам что-то делают, а 3, 4 ничего не делали. А вот здесь они делают, они корабли активируют. И вот, построив розовую стену, я могу попользоваться любым кораблем. Не обязательно розовым, я могу попользоваться серым. Вот тут так устроено. Но при этом, для того, чтобы попользоваться кораблем, разгрузить его, мне нужно скинуть рабочего того цвета, которого я скинул карту, когда строил стену. То есть в данном случае розового рабочего. Я беру розового рабочего, отдаю его, и за это могу разгрузить любой из этих 2 кораблей. Разгрузить, попользоваться его свойством. На самом деле мне розовый больше нравится даже. Розовый говорит о том, что вы можете за 3 денежки подвигаться по треку бургомистра, по треку ратуши. Вы помните, что я в начале игры этого не сделал, у меня было мало денег, мне было там жалко, что-то такое, я же как-то зажабил все это дело. И я теперь хочу отдать 3 денежки для того, чтобы подвигаться по треку бургомистра, по треку ратуши. Я надеюсь все-таки добраться туда наверх. И, кстати говоря, здесь количество ячеек на 1 больше, чем количество ходов. Если вы будете каждый ход покупать, вот это движение, вы до 18 все равно не доберетесь. То есть все равно придется хотя бы разок попользоваться либо картой, чтобы она вас подвигала, либо кораблем, таким вот образом. Следующие 2 действия. Оба про строительство в вашей области. Одно действие: вы можете положить любую карту рубашкой вверх, и это будет стройплощадка. Вы потом поверх этой стройплощадки сможете построить дом. Для того, чтобы сделать стройплощадку, нужно отдать рабочего, причем того цвета, которого вы строите стройплощадку. То есть, если я строю коричневого, мне нужно отдать коричневого рабочего. Вот я положил коричневую карту. И еще одно действие: это я могу построить дом поверх уже имеющей стройплощадки. И вот тут мы смотрим, какие карты у меня есть, что они дают. Здесь текстом описаны различные свойства. И причем не обязательно поверх коричневой площадки можно построить любого цвета дом. То есть можно построить серый, можно фиолетовый, можно розовый, какой угодно. Это одно на другое не влияет. Когда вы строите дом, вам всего-навсего нужно заплатить денежки, указанные на этой карте. Вот эти оба дома стоят по 9, у меня 7, денег нет, построить не смогу. Давайте я хотя бы вам расскажу про свойства карт, которые там есть. Я специально отобрал какие-то разные свойства, чтобы удобно было вам показать. В левом нижнем углу
в таком квадратике нарисована либо молния, либо значок Infinity бесконечности, либо римская цифра. Римская цифра в квадратике обозначает, что вы сможете активировать эту карту один раз за фазу, вот за эти 4 карты. Здесь есть такие жетончики, то есть если вы используете свойства этой карты, ну вот у розовой здесь, например, в первую фазу, возьмите в руку дополнительную одну серую карту. Вы кладете вот так и берете себе в руку дополнительную карту. В третьем, вот здесь вот в третьей фазе, верните одного розового рабочего, чтобы взять верхнюю карту из сброса и выполните с ней стандартное действие. Стандартное действие — это ну, вот одно из этих 6. Веночек обозначает, что здесь написано какое-то свойство, которое вам даст победные очки в конце игры. Вам выгодно строить эти карты, если они совпадают. Если карта, например, дает какие-то дополнительные победные очки за коричневые карты, а у вас уже 4 коричневых карты, то вам как бы выгодно сыграть коричневую, вы получите дофига победных очков. Молния обозначает мгновенное действие. В тот момент, когда вы строите этот дом поверх стройплощадки, в этот момент это свойство срабатывает, и больше оно не срабатывает никогда. Но оно может сработать еще раз, потому что есть карты, которые говорят, что во время сыгрывания или там чего-то, или во время активации сыграйте еще раз карту с мгновенным действием, которое лежит в вашей игровой зоне. То есть, в принципе, можно такой движочек построить, что там вот эти мгновенные действия будут активироваться чуть ли не каждый раунд. Ну и значок Infinity, бесконечность, это такое пассивное свойство. Это свойство, которое работает всегда. В любой момент, вот, например, что здесь? Применяйте эффект угрозы только в том случае, когда вам нужно повысить ее до 4-го уровня. Это значит, что если у вас вот 1, 2, 3, и вот когда вы подвигали на 3, у вас не случилась тут эпидемия, и вы не отдали всех своих рабочих. У вас как бы вот в 4-й только когда уровень, когда 4-й раз вам прилетит, тогда вы сдвинете все назад, и в этот момент случится у вас эпидемия, и вы отдадите всех рабочих. Ну вот, все 6 действий мы рассмотрели. Когда каждый игрок сыграет 4 карты, одна карта в руке, скорее всего, останется. Либо, если вы где-то там добирали дополнительно, может быть, останется 2. Но в начале следующего раунда вы все равно доберете до 5. У вас в начале раунда, если у вас 2 на руке, вы не возьмете еще 5, и у вас будет 7. Нет, вы возьмете 3, и у вас все равно будет 5. Поэтому это такая штука. Начинается 4-я фаза. В 4-й фазе мы смотрим, здесь есть такая гоночка. Здесь есть 5 секций. Они у меня выложены на другом планшете, поэтому давайте я вот так положу его сверху и покажу вам. Вот эти жетончики, у каждого они будут лежать. Мы проверяем, у кого больше всего построенных домов. То есть должна быть стройплощадка, на стройплощадке должен быть построен дом. Вот это значит, что у меня построен один дом. Если у кого-то из играющих за столом домов больше, если одинаково, ничего не считается, никто ничего не получает. Если у одного 1 дом, у другого 0, тогда тот, у которого 1, переворачивает вот этот вот жетончик в планшете, и все, у него 4 победных очка в конце игры. Вот такая вот гонка. Если потом в другом раунде у того, у кого перевернуто, у него станет меньше домов, но у него останется этот 1, а тот другой построит 2 дома, он у себя тоже перевернет жетончик и тоже получит 4 очка. Но у этого его 4 не пропадут, он уже 1 раз их заработал. Все, он их заработал навсегда. И так работают все вот эти вот маркеры. Следующий маркер 4 победных очка — это кто оказался впереди по треку победных очков. Следующий маркер — кто построил больше всего стен. Вот у меня сейчас построена 1 стена, если никто не построил. Но то же самое, равное количество ничего не дает. Нужно быть именно конкретно впереди. Да, вы впереди по стенам, вам 4 победных очка. Следующий маркер, кто впереди по треку ратуши. Вот тоже не одно и то же. Нужно прямо впереди быть. И последний — это трек карт зоопарка. Здесь есть еще карты зоопарка такие отдельно. Я их ни одной не достал, там животные такие симпатичные нарисованы. Это как бы в Брюгге это тоже был доп. Я стараюсь вот без допов сейчас вам, чтобы не нагружать голову. После того, как мы посмотрели все гоночки, второе действие, мы сдвигаем монашика вниз. Ну вот все как бы. Этот раунд по сути отыгран. После чего убираем, вот если какие-то дома построены, активированы. Так не может быть, должно быть вот так. Вот он, вот так у нас был активирован. Мы убираем маркеры активации. Начинается уже сейчас будет следующий ход. 4 фазы. И поэтому
можно будет опять активировать это здание. И последнее, передается маркер первого игрока. Действие происходит в порядке именно от первого игрока по часовой стрелке. Это вот, я так понимаю, Штефенфельд. Тут есть два маркера первого игрока. Просто маркер. И я не знаю, куда-то я его положил. Там такой красненький, симпатичный. А есть Штефенфельд. Ну вот мне нравится пользоваться Штефенфельдом. Конечно же, сдвигаются назад корабли, собираются кубики. И передали маркеры, и начинается все опять, начиная с первой фазы. Сначала все набирают себе в руки карты, потом бросаются кубики и поехали. То есть, набирая карты, вы еще не знаете, какие кубики выпадут. Вы не можете посмотреть, что там коричневый кубик 6 и взять себе парочку коричневых карт, чтобы денег набомбить побольше. Такого не будет. Пытайтесь как-то вот все это придумать и угадать. Ну, в общем, про процесс игры я рассказал. Еще, пожалуй, стоит упомянуть, да, есть дополнение биржа, бургомистры. Хорошие дополнения, не буду растягивать обзор. Бургомистры, вкратце, это разные стартовые условия. Кому-то дадут побольше рабочих, кому-то побольше денег. Там какие-то, как чуть-чуть по-другому правила игры, там вот с этим самым, с треками угрозы чуть-чуть по-разному. Ну, то есть, асимметричная. Игра становится чуть-чуть асимметричной, но сбалансированная. На этом про геймплей вроде бы пока все. Давайте расскажу свое мнение об игре. Что в смысле оформления? Собственно, вы видите, как внешне выглядит игра. У меня немножко неоднозначное отношение к этой игре, потому что я подсознательно сравниваю ее с Брюгге, а Брюгге в сердечке уже 12 лет. Гамбург, конечно, роскошный и богатый. Там вот Game Trace органайзеры, подставочки для статуй, вот для кораблей они все это сделали. Я просто все это положил, чтобы вам было удобнее видно там в камеру. Двуслойные планшеты игроков. Короче, все по высшему классу настольного геймдизайна последних лет. Все допы в одной коробке. Брюгге, кстати, становился сбалансированной игрой только вместе с допом «Город на Звине». А тут all-in, full фарш и все в одной коробке. Но есть и за что покритиковать. Делая все это богачество, было принято несколько неудачных, на мой взгляд, решений. Например, вот этот трек катастроф со сдвигающим. Там тоже было не здорово в Брюгге. Там вы жетончики набирали себе, и когда у вас там 3 жетончика, вы их сбрасывали, и случалась катастрофа. Здесь они придумали вот эти вот двигать картонные штучки по трекам. Наверное, это чуть лучше, богаче выглядит, но просто можно было сделать деревянную симпатичную фишечку в виде дизастера и двигать ее как бы туда-сюда. Потому что, может, я придираюсь, но мне не нравится вытаскивать из геймтрея вот эти вот 15 картонных этих штучек, укладывать их сюда, а потом после игры, значит, укладывать их обратно. Правда, сделайте просто вот такую штучку, которая двигается на 3 позиции, и когда на 3-ю встает, то все. Может быть, даже красивее было бы. Еще один момент, который, мне кажется, в Брюгге даже был лучше, это вот здесь сделали стройплощадку, и поверх нее строится дом, а там были дома, и в них выселили жильцов. Вот, собственно, вот карты Брюгге, с той стороны был вот такой домик, а с обратной стороны были жильцы. И когда здесь случается, собственно, наводнение, во время которого у вас смывает строительную площадку, и случается пожар, во время которого сгорает дом, а стройплощадка остается. А там были дизастеры, которые... вот здесь получается, что если смывает строительную площадку, то дом возвращается вам в руку. Это какая-то немножко странная история. Площадку вы скинули, а дом вернулся вам в руку. Там это было более-менее понятно. Там был дом, в нем был жилец, и когда с домом что-то случилось, он разрушился, то жильца вы взяли, да, вот он бездомный, вы можете опять построить. А здесь какая-то история, что вернулся вам дом в руку, строительной площадки нет, вы можете сделать новую стройплощадку, а потом, что это? Это проект дома, что ли? Проект дома вам вернулся? Может быть, не знаю. В общем, немножко странные вещи. Про игровой процесс. В целом игровой процесс отличный. Он достаточно быстрый, умный. Но для меня и здесь не без ложки дегтя. Но она же, кстати, была и в Брюгге. Вот с этой ложки и начнем. Хоум-рулами эту ложку можно запросто исправить. Сейчас все расскажу. В колодах есть... Видите, они такие достаточно толстенькие. Там есть некоторое количество карт, очень злых, на прямое взаимодействие.
Оно это типа там забрать у другого игрока из руки карту, вытянуть какую-то там рандомную, подвигать у другого игрока там трек катастрофы. Ну, во-первых, это больно, это как-то зло, это прям прямое взаимодействие. Во-вторых, это тормозит игру. А сейчас дальше расскажу почему. Мы почти всегда или просто убираем эти карты из игры, или договариваемся не играть, вот это их свойство. То есть на самом деле есть 5 других вариантов, как карту можно сыграть. Деньги получить, там что-то еще построить. Не обязательно играть вот это ее злое свойство, там сделать гадость другому человеку. Такой вот home rule. И, кстати, хоум-рулы не всегда плохо. Часть хоум-рулов, которые были придуманы за 12 лет до Брюгге, потом официально перекочевала в Гамбург. Например, в Брюгге вот эти вот не было 5 разноцветных колод карт, были 5 цветов, но они были все перемешаны вместе, коричневые с розовыми, с серыми, все. И лежало 2 колоды. И вы, когда брали карты, вы должны были брать карту или из одной колоды, из другой. А они там, ну как бы, вот вам почему-то нужна фиолетовая. У вас осталось на руке что-то, что вам прям фиолетовая карта нужна. А сверху лежит розовая и серая. Вы взяли розовую, а там под розовой оранжевая. Твою мать. Опять нет фиолетовой. Ну и в общем, вот это было тоже неудачно. Был придуман вот такой home rule. Разложить все это дело по колодам, и этот home rule официально перекочевал в Гамбург. Короче говоря, для меня злые карты это минус игры, но кто-то, может быть, наоборот захочет прямого конфликта. Вообще говоря, это, конечно, нетипично. Вот прямой конфликт для евроигры нетипично. Но зачем Фельд добавил эти карты, я, наверное, понимаю. Это хороший способ остановить взорвавшегося лидера. Но я такое не люблю. Это в каком-то смысле кингмейкинг. Но в остальном игра божественна. Основной кайф — это ощущение удовольствия и офигительной гордости за себя, когда придумываешь, как с пришедшими вслепую картами, ну то есть вы берете цвета, но что там на картах-то вы не видите, со случайными значениями кубиков сделать классное комбо, получить денег, победных очков и еще развить свой движок. И думать над этими вариантами могут все игроки за столом одновременно. Соперники, ну, практически не могут испортить ваш план. Есть, правда, вот эти злые карты, про которые мы уже обсудили, но их мало, и чаще всего играть их, кстати, невыгодно. Итак, у вас на руках 5 карт, каждую из которых можно сыграть 6 способами. Перед вами 5 кубиков, ну, пара кораблей с эффектами и движок из нескольких карт, которые вы сыграли в предыдущих раундах. И в этот момент весь мир отступает в сторону, и вы погружаетесь в сладостную пучину выработки клевого плана. Вариантов, естественно, масса. Ну, 6, 5, 2, вплоть до паралича анализа. И вдруг приходит понимание. Вот же, все складывается. За эту карту построю стену. За эту возьму деньги. Эту пущу на фундамент. Эту оставлю на следующий ход. А в следующем ходу возьму к ней карты вот такого цвета, чтобы получить рабочих. И все у меня получится. А потом наступает новый ход. И, блин, пришла отличная карта, и неохота менять ее на рабочих. Ну, вот как планировал. Хочется ее сохранить. Значит, надо думать заново. И опять все заново. И опять все придумывается. И даже придумывается еще лучше, чем было. Кайф. А в конце партии у тебя красивая улочка из красивых построенных домов. Это прям какой-то движочек, который там животные, да, какие-то. Вот очень, очень феерично, очень все красиво, очень интересно во время игры, очень все красиво после игры при подсчете очков. Ну, в общем, хорошая игра, одна из моих любимых. У меня на сегодня все. Играйте в игры Фельда, играйте в игры, которые радуют вас. Играйте в разные хорошие игры. Вы смотрели канал Geek Media, с вами был Павел. До свидания, друзья.